Добро пожаловать на канал Алиэкспресс, с вами я, Алексей. Сегодня мы с вами поговорим про то, какие должны быть документы в B2B сфере при оказании услуг. А, Первое, да, ну, мы не будем сейчас говорить про структурные документы, да, там внутри компании всякие регламенты, скрипты там и так далее и тому подобное. Сейчас поговорим про то, какие должны быть документы для того, чтобы оказать услуги, да, и закрыть это документами. Первое, да, когда мы оказываем услуги бизнесу, заключается договор согласно действующему законодательству Российской Федерации, да, а именно Гражданскому кодексу. Должен быть договор. Договор может быть шаблонный, может быть индивидуальный. Шаблонный не рекомендую использовать, потому что в каждом бизнесе есть свои нюансы. Плюс это раз, да, это первое. Второе, в каждой компании есть свои нюансы. То есть зависит от того, как вы работаете, да, специфика вашей деятельности, специфика ваших клиентов, да, специфика предоставления услуг. Все это прописывается в договоре. Плюс те риски, которые вы закладываете в стоимость, потому что, ну, понятно, да, что у каждой услуги, у каждого товара есть себестоимость, которая представляет из себя целый перечень строчек, да, из чего состоит стоимость услуг, работы, да, там, либо каких-то товаров. Все это учитывается в договоре, и вот риски, да, в том числе, то есть те же самые там, если, к примеру, там услуги, да, вы оказываете, клиенты там не предоставили вам нужные материалы, там нужную информацию, либо там согласовывают долго, и у вас из-за этого там простой какой-то может быть, да, то есть что вы будете в этом случае делать? Выставлять пени, да, там, и дополнительно с клиентов, да, деньги брать за простой, да, потому что это вы теряете в это время деньги, да, либо вы в договоре прописываете, что в таком случае вы можете приостановить проект и работать над другим, и к этому проекту вернуться там через какой-то определенный период времени. Все это прописывается в договорах, поэтому здесь лучше обратиться, скажем так, для составления договора к юристу, важно компетентному в вашей сфере, который понимает нюансы и специфику вашей сферы деятельности, которому не придется объяснять элементарных вещей, да, потому что, ну, юрист, который не соображает, да, то есть не понимает, как все это работает у вас, да, в вашей сфере деятельности, он нюансы не будет прописывать, по сути, это будет у вас тот же самый шаблонный договор, скачанный с интернета, да, только за деньги. Вот, ну, практически так. Вот, может быть, какие-то нюансики, но. Договор. Договор вы клиенту, да, предоставляете, он подписывает, вы подписываете, после этого начинаете работать. До подписания, соответственно, это чревато последствиями, как со стороны, скажем так, рисков, да, в плане сделки, так и со стороны контролирующих органов. Дальше, ну, в случае, когда там выездные проверки там и так далее. Да. Следующее, что важно, ну, перед тем, как договор, да, еще, соответственно, ну, обычно коммерческие предложения. Если это, ну, в принципе, что услуги, что товар, да, то есть коммерческое предложение. Коммерческое предложение, оно должно быть оформлено, то есть на фирменном бланке по-хорошему, и там прописано все. Есть информационные письма, да, и есть коммерческие предложения. Коммерческие предложения это где четко фиксирована стоимость, да, там, либо там вилки цен. Вот. А информационные письма это без конкретики. Дальше договор заключили, выставляется счет.
счет. В принципе, в любом интернет-банкинге, да, создается. Можно просто в Excel создавать, то есть скачать шаблон бесплатный, да, в том же самом интернете. И просто подписывать и отправлять. Подписание документов. Здесь может быть несколько, да, алгоритмов. То есть, допустим, если у вас в договоре прописано, что скан копии является, вы признаете, и вы, и клиент, да, признаете как оригиналы, то есть, что они несут юридическую силу, да, то все, проблем никаких, потом просто обменивайтесь оригиналами, если это требуется. Проще в плане этого, да, это когда электронно-цифровой подписью подписываете. Ну, далеко не у всех они есть, да, и как бы строчку в договоре, что сканы являются юридически значимыми, обязательно прописывайте. Дальше со счетом та же самая история, да, то есть, ну, счет выставляется, может быть еще приложение к договору, если у вас, допустим, рамочное соглашение так называемое, да, то есть, и на основании его еще какие-то приложения, где конкретно какую-то услугу, либо какие-то там спецификацию товаров, да, там инвойсы, к примеру, да, там, то еще приложение к договору должно быть. Ну и, естественно, счета, да, выставлять. Следующее. После того, как вы выполнили работу, да, то есть, ну, в процессе выполнения, естественно, следим, чтобы коммуникация с клиентом была, как у вас прописано в договоре, если у вас это вообще прописано, конечно. Вот, кто ответственное лицо, по каким каналам связи вы общаетесь и что является подтверждением, да, чтобы потом не было, что мы этого не говорили. Следующее. Вы закончили работу, после этого подписываются акты. Если есть промежуточные этапы работ, да, то есть, что вот первый этап работ, второй, третий, ну, например, на сайтах, да, там разработка технического задания, потом разработка там прототипов там и дизайна, да, страниц, потом верстка, потом программирование, интеграции, потом переносы и внедрение, да, ну и плюс там продвижение, сопровождение, то есть на каждое это действие подписываются акты выполненных работ. Если нет акта выполненных работ, могут быть претензии. Дай бог вам, чтобы вы попадали только на хороших клиентов, слава богу, у меня так. Я их тщательно выбираю, скажем так, вот, но тем не менее. Тем не менее, то есть акты должны быть подписаны. Следующее. Когда вы закончили, уже финальный акт, что вы выполнили вот эти работы, все. То есть вы сдали, да, подписывается с вашей стороны, подписывается со стороны клиента. И потом уже, ну, желательно обмениваться оригиналами, да. Вот, если ЦПшки есть, электронно-цифровая подпись, то проблем никаких. Ну и в принципе все. Здесь по услугам довольно просто это. Если у вас, ну, еще один, да, вариант, это если вы работаете, к примеру, по оферте, да, то есть предоставляете услуги, да, там у вас может быть оферта, договор оферта на сайте официальном, размещенная, и вы выставляете счета с конкретикой, какую конкретно там услугу оказываете, да, на основании вот этой оферты. То есть, ссылаясь в счете, должно быть прописано, что оферта такая-то. Вот. И также то же самое с актами выполненных работ. Вот. В принципе, по этому вопросу все. Вот, ну, по поводу того, что договор, да, там, если у вас клиенты регулярные, лучше, конечно, рамочное соглашение, чтобы потом просто вот счета, да, то есть где-то уточнить, там, уточнения, там, какие-то там небольшие работы, либо еще что-то, да, чтобы лишний раз не согласовывать вот эти все моменты договора. То есть, к примеру, там просто приложение к договору, где конкретно что вы там будете делать, или инвойс какой-то, да, там, ну, спецификацию, да, что поставлять, если товар, да, и, соответственно, счет, в котором прописано, что, за что человек, за что клиента платит.
Вот, ну и в принципе все. Вот, ну и, естественно, там потом акт еще раз. То есть эта тема довольно простая, в принципе, нюансики там только в самих документах, то есть ну, следите за тем, чтобы договора были не шаблонные, а с учетом специфики вашей деятельности, сферы деятельности, да, и с учетом специфики работы вашей компании, вашего бизнеса, чтобы нюансы все эти, то есть если где-то, скажем так, вы попались, поняли, что риски какие-то не учли, берете, говорите юристу, вот, уважаемый, у нас вот это не учтено. Добавь, пожалуйста. Вот. И он добавляет эту строчечку, которая убережет вас от лишних там претензий, от лишних там финансовых затрат и так далее и тому подобное. Вот. Ну и в принципе на этом, наверное, все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Ну и ставьте лайкосы, естественно. Вот с вами был я, Алексей, и до новых встреч.